Меня зовут Жанна Жаркова. Я руковожу культурной программой нашей либеральной общины, веду израильские танцы и организационный руководитель хора клезморовых, который мы организовали с моей дочерью уже больше 20 лет. Значит, у каждого из нас были родители, естественно, бабушки и дедушки, и у многих есть такая своя история, которую мы хотели бы передать детям. Поэтому вот была такая идея создания вот этой книги «Цепочка памяти». Историю, которую я сейчас расскажу, это не моя история. Я о себе написала очень много. Значит, история, которую передала такая член нашего хора Лида Гутенмахер. Это настолько печальная история, что она просто не в состоянии была ее прочитать. Значит, я делаю это вместо нее. Значит, я буду говорить от ее имени, от имени Лидии Гутенмахер. Эта печальная история произошла с моей родной тетей Песей, маминой родной сестрой. Начало войны 1941 года на Украине. Белоцерковский район, город Сквира. На тот момент у тети Песи было уже 4 детей, и она была беременной 5-м. Моя мама умоляла сестру эвакуироваться вместе с ней, но тетя Песси ответила отказом, утверждая, что во время войны 1912 года немцы евреев не трогали. И они остались. Фашисты их всех захватили и стали поочередно расстреливать. У тети начались преждевременные роды. Родив ребеночка, звери стали играть с ним в футбол. Всю эту сцену засняли на видео. Это было показано на Нюрнбергском процессе. Мне об этом трагическом случае рассказала тетя Фаня, другая тетя. Маме моей не сказано было ни слова. Маму щадили. Вся история. Ну, значит, это от имени вот этой Лидии Гутенмахер, вот и фотография. Здравствуйте, хорошо. Я Масарская Мария, родилась в Ленинграде 8 марта 1947 года. Закончила полиграфический институт, факультет редактирования, но в основном я работала экскурсоводом 20 лет в Ленинграде, потом в Петербурге, работала экскурсоводом. До 45 лет я жила в Ленинграде, потом в Петербурге. Все мои предки из Петербурга, из Ленинграда. А в 1992 году, в декабре, я приехала в Германию. В Германии живу уже 33 года. Но я хочу рассказать не о себе, а о своем отце. Мой отец, Масарский Абрам Иудович, родился в Санкт-Петербурге 5 июня 1909 года. В первые же дни войны мой отец добровольно вступил в ряды народного ополчения. Он рыл окопы и траншеи на подступах к Ленинграду. Работа была очень тяжелой, мучил голод. Они получали всего 125 граммов хлеба в день. Вскоре отец заболел дистрофией 2-й степени, и его отправили в военный госпиталь. В госпитале он чуть не умер от голода, его буквально спасла тарелка каши. Умер и отец в это время его, и отчим, но он был настолько слаб, что его на похороны не пустили. Мы даже не знаем, где они похоронены. Знаем, что на Охтинском кладбище, наверное, в общей могиле. Мать тоже пережила первую зиму 1941-1942 года и тоже была уже отправлена с ребенком. Моему брату было тогда 3 года, по дороге жизни. Но уже вам рассказывали, как это было тяжело. Водители ездили с открытыми дверцами, чтобы можно было вовремя выпрыгнуть из машины, если машина уходила под лед. Конечно, это все было ужасно. Ну вот после выздоровления мой отец решил любыми способами попасть на передовую линию фронта. И ему это удалось. Он попал в звукоразведывательный дивизион «Резерв главного командования». Был он и в звуковой, и в топографической батарее. В его задание входило определять местонахождение артиллерии противника и уничтожать ее.
Затем отец служил связным в контрразведке СМЕРШ. В дальнейшем его полк влился в дивизию, а он воевал в гвардии в 14-м стрелковом полку на Белорусском фронте под командованием Рокоссовского. Воевал вплоть до окончания войны. Войну он закончил в Германии, в городе Вальденбург. За мужество и героизм Масарский Абрам Иудович был награжден орденом Отечественной войны первой степени и боевыми медалями за оборону Ленинграда, за боевые заслуги, за победу над Германией, медалью Жукова и множеством, всего 14 медалей, юбилейных медалей. В декабре 1992 года он вместе с моей семьей приехал в Германию. Скончался Абрам Иудович Масарский в городе Кайзерслаутерн, Германии, 2 октября 2009 года в возрасте 100 лет. Вот несмотря на то, что он пережил блокаду и болел дистрофией, он прожил интересную, долгую и очень интересную жизнь. Вот фотография. Это мой отец, Масарский Абрам Иудович. Меня зовут Алла Воробьева. Я приехала из Беларуси и уже 17 лет живу в Германии. Но мои родословные корни идут из Санкт-Петербурга. В этом прекрасном городе жила семья. Муж, жена и 4 детей. Глава семьи работал на Кировском заводе. Это был мой дедушка. Бабушка вела хозяйство, 4 детей. Ну и 4 детей. Мать, старшая девочка, только поступила в медицинский институт, 1 курс, 2 заканчивала школу. Сынок-сорванец учился в 6 классе, и в 1939 году родилась девочка-лапочка. Но все это благополучие закончилось в 1941 году, когда началась война. Ну, дедушка так и остался работать на Кировском заводе, который, в принципе, часть которого на Урал перевели, эвакуировали. Но он работал, он был специалистом и работал в таком отделе, где тяжелая индустрия, там танки, снаряды делали, эвакуации он не принадлежал, у него была броня. А семью перевезли на Петроградскую сторону, ну, подальше от... Они жили на проспекте Стачек. Это как раз возле Кировского завода, и в 2 километрах стояли уже немцы. И поэтому семья не эвакуировалась, а жила там на Петроградске, а дедушка так и работал. И вот наступила эта зима жесткая, 41-42 год. Я, конечно, не очевидец, теперь спросить не у кого. Дедушка, ему было далеко, конечно, с завода ходить, он не всегда приходил, но иногда приходил уже изможденный. И все равно в мешочке умудрялся приносить хлебушка детям, потому что 4 детей. Один раз он не пришел, он погиб в дороге. Но его опознали, потому что тогда те, кто остался в Ленинграде, у них были или бирки на руках, или документы специальные с фамилией. В общем, его опознали, сообщили. Это было в январе 1942 года. Буквально через месяц умерла бабушка моя, это мать. Она умерла в квартире. И 2 суток лежала она в квартире, потому что дети, моя мать, ей 18 лет всего лишь, остальные еще меньше. И, конечно, им тяжело было ее похоронить, уже сами еле ходили. И, в принципе, она почти 2 суток лежала в квартире. Ну, а малышка, ей 3 годика было, она ж не понимала, что мать мертвая. И это было, конечно, как мне, помню, мать рассказывала, это было очень тяжело. Но потом они еще жили на 3-м этаже без лифта. И вот как они этот труп матери, ну, я даже не буду рассказывать, это очень тяжело. Но они ее отвезли, конечно, похоронить сил не было. Тогда отвозили просто, там пункты были, где эти трупы, потом их в траншеи, ну и так далее. Но потом где-то в марте уже, так как мать была студенткой медицинского института, а институт уже в сентябре эвакуировали с Ленинграда. Но пока там профессура, оборудование и до студентов дело дошло только в марте. И вот мать уже от института, она эвакуировалась, а можно было брать только 1 члена семьи. И она взяла эту маленькую девочку, сестренку свою. И вот они поехали через Ладожское озеро на грузовике.
тоже это было ужасно. Как мать говорит, мы ехали, глаза закрывши, потому что лед уже был не такой жесткий, крепкий, как это было январь-февраль. Прямо по воде хлюпали эти грузовики, некоторые грузовики прямо под лед уходили. Она говорила, такого ужаса, такого страха я за всю жизнь не испытывала. Говорит, я ехала, закрыв глаза и прижав эту свою девочку, которая, в принципе, все время плакала, все время просила есть. Но в этом грузовике молчали даже дети. Но, к счастью, грузовик проскочил, и они, значит, эвакуировались. А двое еще детей так и остались в Петербурге, в Ленинграде, в этом доме. Они уже умирали, конечно, сил у них не было. Но тогда там, в Ленинграде, были отряды такие, которые ходили, и их нашли, в общем. Короче, их тоже как-то спасли. Ну, короче, все дети остались, все 4 остались живы, родители погибли. Все остались живы, здоровье, конечно, у всех слабое, но дожили до 70 лет. А вот эта малышка-девочка в прошлом году в Санкт-Петербурге умерла уже за 80 лет ей было. Все 4 прожили хорошую жизнь, все сестры повыходили замуж, брат женился. И у всех родились дети. И так получилось, что опять родились 3 сестры и брат, но только уже двоюродные. Правда, жизнь нас раскидала. Я вот в Германии, одна в Америке, одна в Санкт-Петербурге и братик в Беларуси. Ну вот, вкратце все. Я, Калер Валентина Ивановна, родилась в 1944 году в городе Омск. Через некоторое время после окончания физкультурного института я переехала в Киев, вышла замуж за офицера, и сейчас я живу в городе Гамбурге. Здесь мне очень нравится, в этом городе. Город большой, красивый, очень много интересных людей. Хочу рассказать вам о своем тесте. Он родился в 1930 году, и прошел войну. В 1941 году его призвали на войну. Но до этого он закончил военную академию. После военной академии как раз началась война. И он ушел в Первый Украинский фронт. До окончания войны он работал переводчиком. Он получил очень много наград, у него очень много медалей. Но, к сожалению, война не приносит никому здоровья. Награжден он орденом Красной Звезды за боевые услуги, медаль за победу, в общем, медаль за отвагу, медаль за взятие Берлина. И прошел он этот путь боевым офицером, даже не был ранен. Очень много принес пользы, так как он очень хорошо знал язык. И поэтому он был переводчиком во время войны. То есть он переводил немецкий? Он переводил с немецкого языка на русский язык. В 1983 году он умер, к сожалению. У него 2 сыновей. Мой муж пошел по стопам своего папы. Он был офицером, радистом-испытателем на заводе Антонова. В данный момент мы с ним прожили 60 лет и думаем, что будем жить дальше. Ну, на фотографиях это отец моего мужа. Это мой тесть, но это тут только у него 1 орден, это самый первый. Он офицер, в принципе, потому что академию же он закончил, значит, он уже, да, офицер. Ну, а это уже тогда, когда он пошел на пенсию, еще работал почти до конца. А где-то 74 или 75 лет он умер. Хороший был очень человек, несмотря на то, что у нас разные национальности. Я Буяновская Татьяна Семеновна, урожденная Кац Татьяна Семеновна. Это моя девичья фамилия по отцу.
Я приехала из Украины в 2022 году, сразу после начала военных действий. С детства обучалась в музыкальной школе, в музыкальном училище, в консерватории, которая впоследствии была названа Институтом искусства имени Котляревского, и в юридическом национальной академии, которая на тот момент была Харьковский юридический институт имени Феликса Дзержинского. До начала войны работала вначале преподавателем в музыкальной школе 15 лет, последние 40 лет была адвокатом, 20 из которых являлась членом Международной ассоциации адвокатов «Интерлигес», вела дела внешнеэкономические, вела дела, связанные с частным международным правом, и в связи с этим посетила много городов и стран. Мой отец, Кац Семен Юдилевич, вот это его уже последний портрет, так он выглядел незадолго до смерти. Это человек, Кац Семен Юдилевич, который был известным советским ученым. Он был правоведом, специалистом в области гражданского процесса, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса Харьковского юридического института. В настоящее время это Национальная юридическая академия, которая находится в городе Харькове. Семен Юдилевич Кац. Его биография начинается 15 апреля 1915 года, когда он родился в небольшом украинском городке под названием Овруч. В то время Овруч находился на территории Волынской губернии. В настоящее время Овруч находится на территории Украины в Житомирской области. Родился он в семье, где мать была домохозяйка, а отец уважаемый портной. Так как вокруг было много всегда военных частей, это и в настоящее время, в общем-то, такое местечко, где служили военнослужащие, и нужно было всегда шить форму военную. Вот этим и занимался его отец, и был очень уважаемым человеком. В семье было 4 детей, 3 сыновей и 1 дочь. Отец был 3-м по счету ребенком. Он учился в семилетке, которая еврейской семилетке, обучение в которой происходило на языке идиш. Кстати, надо сказать, что в этом местечке проживало 80% населения были евреи, и языком, на котором говорили в этом месте, в этом небольшом городке, был идиш. Он владел идиш в совершенстве. Он писал, читал и говорил на идиш. Он закончил с отличием семилетку, и уже к 14 годам он знал, что он хочет быть ученым, что он хочет продолжать образование свое уже за пределами данного места. Окончив школу с отличием, он сколотил сам из досок, как он рассказывает, небольшой чемодан, положил туда несколько книг и прошел путь, мальчишка 14-летний, от Овруча через Коростынь, через Киев, и пошел он в столицу Украины, в то время был Харьков, куда он и пришел. Первое время ему жить было негде, и поэтому он жил с беспризорниками. Но он понял, что он должен поступить на работу на завод. Тогда это было очень престижно работать на заводе. Он выбрал самый важный и главный завод, который тогда был в Харькове. Это был завод, Харьковский тракторный завод, который выпускал тракторы, а впоследствии он изготавливал танки. И на этот завод пришел мой отец и устроился маленький мальчишка. Тогда он выглядел вот так вот в школе. Потом он стал немножко старше, и уже к тому времени, когда он поступил на завод и закончил, и пошел, и был там токарем.
Значит, вначале он был подмастерьем у токаря, потом он освоил эту специальность и получил, в конце концов, в течение 2 или 3 лет самый высший разряд. Он получил 6-й разряд токаря и был награжден патефоном, и ему присвоили звание ударник коммунистического труда. Одновременно на заводе, работая, он учился в ФЗУ. ФЗУ – это были фабрично-заводские училища. Фабрично-заводское училище – это было такое училище, которое давало не только профессиональное образование, но и приравнивалось к среднему образованию, после которого уже можно было поступать в вуз. То есть он подошел уже к своей мечте, имел среднее оконченное образование и получил, так как был ударником коммунистического труда, так как он возглавил комсомольскую организацию на данном заводе, получил рекомендацию от обкома партии для поступления на юридический факультет Харьковского университета. Получив назначение и рекомендацию для поступления в университет, мой отец блестяще сдал экзамены, был принят на юридический факультет Харьковского университета. Это было очень престижно в то время. За 4 года, которые он учился в университете, он освоил блестяще и в 1938 году получил вот этот диплом, который я сохраняю как реликвию. Он датирован 1938 годом, и это уже был диплом отличника юридического института, потому что кафедра и факультет юридический был преобразован в юридический институт. И в то время это была такая большая победа. Его еще до окончания института оставили аспирантом на кафедре гражданского права и процесса. Тогда кафедра была объединенная, право гражданского и процесса. И он был принят в аспирантуру, блестяще сдал, с отличием закончил также этот институт, попадает на кафедру гражданского права и процесса, работает там ассистентом и параллельно уже сдает кандидатский минимум, как полагается. И в это же самое время он начинает писать кандидатскую диссертацию. Данная диссертация была написана как раз к 1941 году, когда истек срок ее защиты. К сожалению, в это время начинается Великая Отечественная война. И он был призван в армию, и вернее он добровольцем, как он рассказывал мне, идет на фронт и сразу попадает в котел под Москву. Тяжелейшие бои. Он отморозил себе пальцы на ногах и руках, и уже в течение того времени, когда я стала взрослой и уже подростком даже, он рассказывал, что он не чувствует пальцев ни рук, ни ног. Это было обычно зимой, когда начинались морозы. Ему было очень сложно двигать руками, и он всегда очень страдал. К этому времени выходит указ Сталина о том, чтобы всех людей, которые имели высшее образование, особенно в области юриспруденции, призвать на курсы и сделать из них отряд людей, которые являлись очень важными идеологическими людьми, которые являлись в каждой дивизии должны были быть, назывались они тогда, сейчас я скажу, этими, сейчас, политруками, да, слово именно, они являлись политруками. И вот его принимает в партию еще в институте,
он становится политруком. И не просто политруком, он выдавал партийные билеты прямо перед боем. Значит, сохранилась у нас дома, к сожалению, я сейчас не могу вам ее показать, в центральной газете было написано, как политрук огромной дивизии стрелковой выдает паспорта и принимают в партию людей для мобилизации боевого духа вот этим людям. И в конце концов он занимает большое положение. Значит, во время войны он служил на Западном, Калининском и Первом Прибалтийских фронтах. Он служил, имеются сведения в Википедии про него, в 530-м стрелковом полку, 156-й конкретно стрелковой дивизии, где занимал должность политрука. И в течение войны, значит, ему было присвоено звание майора. Он дошел до Москвы, от Москвы до Берлина, и его не отпускали. Еще в 1946 году он был в частях, в военных частях, и ему предложили поступить на работу в Академию имени Ленина, политакадемию в Москве. Но так как он очень любил свою работу, так как он мечтал стать профессором, эта мечта у него была с детства, он мне рассказывал. У него было несколько идей, которые одолевали его всю жизнь. Он хотел стать профессором, он хотел овладеть языками, и он хотел воспитать детей. И надо сказать, что ему это все удалось. Он действительно женился. Мама моя была тоже из многодетной семьи, было 7 детей в Харькове. И она вышла за него замуж, у нее было единственное платье, которое она торжественно носила. И родители, когда выдавали ее замуж, спросили у него, сможет ли он обеспечить жену. И он ответил, что, конечно, я смогу обеспечить свою жену, потому что я буду большим ученым. И эта мечта сбылась. Значит, в 1946 году он демобилизовался, вернулся в Харьков и опять начал заниматься учебной работой и написанием. Он написал диссертацию уже другую, кандидатскую, защитил ее с успехом. Потом он написал докторскую и защитил эту диссертацию. И уже в 70-м году ему было присвоено звание профессора гражданского процесса. Надо отметить, что всего 3 человека в Советском Союзе были профессорами по этой дисциплине, которая вычленилась на кафедре, была образована новая кафедра, кафедра гражданского процесса. Профессор Кац – это был человек, который был востребован на территории всего Советского Союза, так как не было профессоров и нужно было людям защищать кандидатские диссертации, его вызывали, он ездил в Свердловский институт, в Москву, в Саратов, потому что нужны были люди, которые понимали что-то в этой дисциплине, которые могли дать рецензию и которые сконцентрированы были на гражданском процессе. Он лично издал 60 монографий, 60 работ, которые легли в основу гражданского процесса современного права. И в 2020 году я выступала на кафедре в институте, в академии уже, извините, в Национальной юридической академии и Украины, где докладывала, и были его ученики, которые рассказывали, какой вклад в науку внес Кац Семен Юдельевич, какое влияние это оказало на науку вообще, и отмечали 100-летие с его дня рождения. И мы вдвоем, я и моя сестра, надо отметить, что все его дети, и 2 внуков, и 2 дочерей стали юристами и адвокатами.
И я до последнего дня, еще 23 февраля 2022 года выступала в судах. И мне было очень жаль и очень печально, что уже 24 февраля были начаты военные действия, и уже через неделю мы вынуждены были покинуть наш дом, родную обитель, свою работу и скитаться длительный период времени, пока нас не приютила Германия и не дала кров и возможность проживать в этой стране. Я хочу сказать, что имя Семен в переводе с древнееврейского означает «услышанный Богом». Я считаю, что это имя как нельзя лучше подходит к той судьбе, которая была уготована моему отцу, который из маленького местечка вышел маленьким ребенком, пришел в огромный город, не потерялся, не стал бродягой, получил специализацию, женился, создал семью, сделал себе имя, которое я с честью и гордостью сегодня могу говорить, что я Кац Татьяна Семеновна. Спасибо за внимание. Фотография моего отца, Кац Семена Юдилевича, сделанная незадолго до войны, когда он уже был болен, и отмечали дату какую-то, победу в войне, и был награжден орденами и медалями. И вот тут отмечено, значит, он был награжден 2 орденами 2-й степени, медалью «Красная звезда», и тут эти самые медали за отвагу, за победу на Москве и за победу в Великой Отечественной войне. Это его диплом с отличием. Когда он закончил институт в 1938 году, с отличием, что очень важно, это было очень тяжело. Это фотография ребенка, когда он закончил 14 лет, еврейскую школу и обучался на идыше. Вот эта фотография, когда он был уже аспирантом в институте. Это его фотография, когда он был воевал. Во время войны была сделана фотография. Вот эта фотография, когда отец был уже кандидатом наук, доцентом в юридическом институте. Вот это уже позже период, когда он стал профессором и защитил докторскую диссертацию. Это его фотография с моей мамой. Они прожили 50 лет они прожили вместе. И вот эта фотография, он со своей мамой и со своей женой Розенберг Евой Мовш. И память о своем отце я храню в душе, потому что для меня этот человек осветил жизнь как солнце.